Когда советский солдат выбрался из окопа после очередного ночного дежурства и увидел бездыханные тела всех своих товарищей, разбросанные по военному лагерю, он осознал страшную правду. Пока огромная кобра не давала ему покинуть пост, агрессивно перегораживая путь и не давая пошевелиться несколько часов подряд, в сотни метров от него разворачивалась настоящая бойня. То, что он обнаружил тем утром 1987 года в горах Памира, шокировало всех и навсегда изменило его жизнь. Это происходило в разгар афганской войны, времени, когда молодые люди, полные идеалов и готовые отдать все ради страны, шли на фронт добровольно или по распределению, не до конца понимая, что именно их ждет. Герой этой истории был из таких. Парень из провинциального городка с крепким телосложением, недюжим чувством долга и теплой памятью о детстве, где отец учил его уважать все живое. Он написал заявление с просьбой отправить его в Афганистан, движимый желанием испытать себя и отдать долг родине. В его понимании служба была возможностью стать мужчиной и доказать, что он не трус. Но он тогда не знал, чем обернется этот поступок. Ни для него лично, ни для тех, кто стоял рядом с ним в окопе. Небольшое подразделение советских войск расположилось в горах Памира на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Разведка докладывала, что именно по этим горным тропам должна была пройти армия пуштунов для подкрепления основных сил моджахедов. Позиция имела стратегическое значение. Отсюда можно было контролировать перевал, перехватывать передвижение и мешать снабжению противника. Служить в этих местах было невероятно тяжело. Резкие перепады температур, днем палящая жар с плюс 25 градусов Цельсия, ночью морозы до минус 10 градусов Цельсия делали бытие изнурительным. Разряженный горный воздух затруднял дыхание и давал о себе знать головными болями. Простейшие бытовые удобства отсутствовали. Спали в наспех выкопанных траншеях и блиндажах, питались скудно, и каждый день приходилось жить на краю нервного срыва. Постоянный страх лишиться жизни или потерять близкого товарища подтачивал моральный дух. Все это приводило к хронической усталости, бессоннице и раздражительности. Многие солдаты не выдерживали психологического давления и искали спасительные ритуалы, которые помогали сохранять рассудок. Герой истории справлялся со стрессом по-своему. Он с готовностью подменял сослуживцев, если те просили постоять за них в дозоре. Молодой мужчина плохо спал в палатке, но на посту ему было легче. Стоять в дозоре, вслушиваясь в тонкие звуки гор, наблюдать за звездным небом — это давало ему странное чувство контроля. Когда вокруг было относительное затишье, он развлекал себя наблюдением за местной фауной, изучая следы, изучая повадки грызунов и птиц. В этих краях водилось множество опасных существ: каракурты с ядовитыми укусами, фаланги и скорпионы, гюрзы и, конечно, различные виды кобр. Со временем он перестал бояться всего подряд, но уважал угрозу и ценил осторожность среднеазиатская кобра, которую он называл мысленно матерью, достигала длины до 1,5 метров и обладала чрезвычайно сильным ядом. Однажды, дежуря в траншее, он наткнулся на небольшой выводок детенышей кобры. За месяцы службы он уже привык к присутствию ядовитых созданий и к необходимости сосуществования с ними. Поставленные цели перевешивали страх. Поначалу он просто держал дистанцию, но однажды, из скуки и от того, что оставалось жалко голодных животных, он начал оставлять для них остатки пайка змеи. Поначалу относились к человеку крайне недоверчиво, поднимая капюшон и шипя. Но потом, день за днем, они привыкли к нему как к источнику пищи,
И это взаимное признание живой природы и человеческой доброты создало странную дружбу на грани опасности. Сослуживцы сначала удивлялись такому поведению. Обычно военные стремились устранить вокруг дислокации всех опасных хищников, чтобы ночью людям ничего не угрожало. Но на войне почти каждый находил свое необычное хобби для поддержания психического равновесия. Кто-то резал фигурки из дерева, кто-то сочинял стихи под голубым небом, кто-то гладил бродячих собак. Поэтому выводок кобр решили не трогать и просто оставили змей под опекой этого солдата, предупредив его, что в случае укуса ответственность будет лежать лично на нем. Командир ясно дал понять: экология поста — это эксперимент, и он может обернуться бедой. Через несколько недель парень заметил, что к змеиному семейству иногда наведывается большая взрослая кобра, вероятно, мать выводка. Она была значительно больше детенышей, около 1,5 метров в длину, с мощным головой и внимательным, словно расчетливым взглядом солдат стал оставлять еду и для нее. Кобра, как и потомство, держалась на дистанции, но брала пищу уверенно. Он стал жалеть ее в какой-то человеческой манере. Образ матери, пришедшей покормить детей, вызывал в нем тихое уважение. В тот роковой день парень вновь вызвался подменить товарища на посту и рассчитывал пробыть на вахте до 2 ночи. Время тянулось медленно. Привычные раздумья и наблюдения за звездным небом над Памиром были его спутниками. Ночь раскрывала невероятную чистоту света, и ловля созвездий превращалась в упражнение успокоения ума. Сменщик должен был прийти вовремя, но он задерживался. Прошло больше получаса, затем час, а на смену никто не приходил. Было уже далеко за 3 часа ночи. Это было крайне необычно и нарушало уставные нормы. Солдат почувствовал неладное. На пульсе возникло беспокойство, которое заставило его встать и попытаться выйти из траншеи, чтобы обследовать лагерь. Но как только он попытался это сделать, сверху на него буквально обрушилась огромная кобра, та самая, которую он подкармливал. Она вела себя агрессивно. Распустив капюшон, змея поставила себя поперек выхода из окопа, словно сторожевой страж, и шипела. Такой звук, что любой здоровый человек инстинктивно отступил бы. Кобра совершала ложные выпады, демонстрируя готовность атаковать при малейшем робком движении. Парень замер, словно заколдованный. Он прекрасно знал, что укус среднеазиатской кобры может быть смертельным, особенно если никто не сможет вовремя дать антидот, а в их расположении медицинская помощь была далеко и часто недоступна в критический час. Он застыл, как статуя, боясь пошевелиться. Любое резкое движение могло стать последним. Он решил стоять недвижимо и ждать. Ноги затекали, спина ныла, и холод пробирал до костей, но страх превозмог боль. Так он стоял несколько часов подряд. Часы растянулись, словно века, а над ним нависал тихий ужас. Кобра не отлипала от своего поста. Только когда начало светать, и первые лучи солнца осветили голые камни, змея, как будто исполнив долг, начала медленно отступать. Она плавно опустилась на песок и, не оглядываясь, уползла в сторону, скрывшись между камнями. Парень выругался от облегчения, вытянул ноги и, собрав последние силы, выпрыгнул из окопа и побежал к расположению части, чтобы выяснить, почему все так запоздало. Пробежав несколько десятков метров, он внезапно остановился, словно угодил в кошмарный сон. Перед ним открылась сцена несказанной трагедии. Несколько бездыханных тел его сослуживцев были разбросаны по лагерю. Одежда порвана, у некоторых были видны следы ножевых ранений и укус горловых артерий, свидетельства точечных,
молниеносных нападений. Оказалось, что пока он стоял в дозоре, отряд маджахедов совершил ночную вылазку и бесшумно уничтожил практически весь боевой состав. По итогам осмотра, график и маршрут ночной операции маджахедов были безупречны. Они использовали тишину ветра и укрытие рельефа, чтобы подобраться близко, душили часовых, наносили удары хладным оружием и отходили прежде, чем кто-то успел поднять тревогу. Их оперативность была пугающей. Вся операция, как позже выяснилось, заняла не больше 10-15 минут. Его пост располагался примерно в 150 метрах от основного лагеря на небольшой возвышенности, откуда открывался хороший обзор на подступы. Очевидно, от этого преимущества и произошло спасение. Находясь в таком укрытии и удерживаемый змеиным страхом, он остался жив. Ему удалось найти исправную рацию, и когда пришли первые силы подкрепления, уже началась эвакуация и попытки оказать помощь. Но было слишком поздно для большинства. Многие погибли мгновенно. Парню, говоря проще, удалось выжить благодаря той самой кобре, которая не позволила ему покинуть пост. После прибытия подкрепления начались разборы. Военное руководство потрясло и возмутило отсутствие хотя бы частичной тревоги. Почему сторож не поднял голос? Почему часовые не были настороже? В условиях войны отсутствие сигнализации и небрежность на посту трактовались крайне строго. Молодого солдата обвинили в предательстве, в сговоре с противником и даже в том, что он специально подставил своих товарищей. Такие обвинения были обычны в условиях паранойи фронта, где страх предательства жил рядом с боевым дежурством. Провели следствие, опросы, проверки биографий, анализ радиосвязи и осмотр траншей. Однако доказать вину постового не удалось. Его рассказ о кобре, которая не давала покинуть пост, казался невероятным. Одновременно никто не смог опровергнуть факт, что он действительно стоял неподвижно и тем самым сохранил жизнь. Командование оказалось в тупике. С одной стороны, формально постовой не выполнил долг, не поднял тревогу и не эвакуировал людей. С другой, его версия, хотя и странная, объясняла отсутствие выхода и невозможность среагировать. Война часто порождает нелепые столкновения человеческого и природного. Тут грани реального и невероятного стираются. В итоге солдата комиссовали и отправили домой, но не с орденом, а с тяжелым грузом подозрений и недоверия со стороны совладельцев памяти. Его семью и соседей косвенно осудили. Почему он остался жив? Спрашивали они, не зная всех деталей. Молодого человека преследовала вина, хотя он понимал, что спасение было чудом. Он возвращался в мир, где солдат считали либо героем, либо предателем. В этом постоянном колебании он и жил дальше. Спустя годы бывший солдат рассказывал эту историю разным людям. Тем, кто слушал, она звучала по-разному, как притча, как странный случай, как чудо. Кто-то считал его вруном, кто-то глубоко проникся трепетом благодарности, но для него самого это осталось тревожной памятью ночи, когда мир показал свою двуликость. С одной стороны, звериная агрессия и насилие маджахедов, с другой — неожиданная защита от существа, которое теоретически было бы его убийцей. Размышления о том, почему именно он остался жив, не давали ему покоя. Куда бы он ни шел, в уголках души оставалось чувство долга перед погибшими товарищами и странная любовь к тем живым созданиям, которые в темноте оберегали его.